Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать очень оригинальный, стильный джемпер-жилет узором коса с дырками. Если я приближу, вы поймете, о чем речь. Смотрите, коса с дырками. Вот реально вот эта коса, она связана вот с такими небольшими, вот видите, дырочками. Это машинная вязка, конечно, но здесь это очень хорошо вырисовывается и заметно. Эта модель подойдет на любой размер и на любой возраст, потому что она такая, знаете, универсальная, удлиненная немножко вариант с высокой планкой, теплый и модный такой стильный жилет, который можно украсить под рубашечку, под водолазку, под какую-то блузочку. То есть одевается и становится бесспорным украшением любой женщины. Таким образом, я вам приближаю эти картиночки. Здесь очень хорошо можно рассмотреть эту модель поближе. Смотрите, высокий ворот у нас используется, спущенное плечо, узоры. Смотрите, как располагаются. Значит, по центру идет коса на 9 петлях, с двух сторон идут жгутики по 4 петли. И затем чередуется через изнаночную гладь опять 3 косы на 9 петельках. То есть вот такое вот у нас расположение узоров предполагается. Носить его можно как в молодежном стиле, забирая, да, туда подбирая. Можно носить, смотрим дальше. Вот молодежный стиль. Смотрите, какой широкий. Здесь идет, какая широкая пройма используется с планкой обвязанной. В общем, девочки, модель заслуживает внимания, бесспорно. Модная, красивая. Вот так еще, пожалуйста, приближаю вам. Здесь вот тоже эти дырочки очень хорошо заметны в узоре, да. Это такая задумка дизайнера. Сейчас это вообще модно и актуально. Брунелло Кучинелли вы видели, тоже любит с такими дырками модели свои делать. И другие дизайнеры пользуются этим превосходно. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, что касается обвязки проймы. Смотрите, планка идет у нас резиночка 1 на 1, так же, как и высокий отворот. И здесь у нас тоже по низу идет резиночка 1 на 1, тоже планка. Ну, вообще модель несложная, все вяжется по прямой, никаких линий проймы мы не вывязываем, да, то есть рукав тут тоже нет, но, ой, какая же она красивая. Вот такая фотография, тоже приближаю вам, показываю, смотрите, можете рассмотреть. Здесь явно вырисовывается скос плеча, мы его делаем, сегодня учитываем в наших с вами рассуждениях и расчетах. Итак, давайте чуть-чуть по расчетам. Модель я буду сегодня разрабатывать описание, инструкцию на размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Полная инструкция по вязанию будет выложена под видео. Все расчеты, начиная от выбора пряжи, расчет плотности, выкройку предлагаю вам. Все в сегодняшнем мастер-классе у нас есть. И вот так еще, пожалуйста, вариант такой. Тоже предложенный вариант. То есть, девочки, модель свободного кроя, как вы видите, я все это учла при составлении инструкции по вязанию. То есть здесь довольно у нас широко берется на все размеры. Я думаю, вы останетесь довольны. Ну а сейчас давайте с вами приступим к выбору пряжи.
Для вязания, девочки, я рекомендую пряжу Yarn Art Merino Deluxe 50. Отличная пряжа турецкого производства. В 100 грамм у нас 280 метров. Состав 49% шерсть, 51% акрила. Спицы используем 3,5. Вот так выглядит узор. Предлагаю вам два варианта с дырочками и без дырочек в центральной косе. Вот тут я начала без дырочек делала, а потом пошла и сделала дырочки. Мне показалось, что, в общем-то, даже с дырочками интереснее как-то, она эффектнее смотрится. В общем, вы сами выбирайте, как вам хочется. Вот без дырочек обычная коса и с дырочками. Такая вот эффектная красота. Так, мои хорошие, давайте сейчас посмотрим схему узоров. Схему узора я нарисовала вот таким образом. По центру вот это 9 петель у нас занимает наша коса. И маленький жгутик 4 петли занимает в ширину. То есть вот эта пустая клеточка обозначает лицевую петлю, и изнаночная петля это вот эта горизонтальная черточка. Смотрите, девочки, раппорт узора у нас будет 12 рядов, затем все повторяется здесь. Я не определяю ширину раппорта, поскольку здесь идет явное сочетание как бы вот косы на 9 петлях и косы вот этого жгута на 4 петельках. Да? То есть вы заметили, что здесь по вертикали все совпадает, а по горизонтали вы видели, что раппорт не целесообразно применять, поскольку у нас там только в одном месте применяется жгут на 4 петлях, и везде идут косы. Да? То есть говорить о раппорте по горизонтали нет смысла. Сейчас я покажу вам выкройку. Вот такая выкройка у нас применяется. Здесь нет размеров. Все размеры будут в расчетной части. Это вторая часть видео, минут 10-15 от конца, где я объясняю вам, как располагаются узоры, сколько петель мы набираем, откуда они берутся, сколько на вырез горловины, на плечо. И, в общем, все там черчу и рассказываю. Посмотрите, кого действительно эта модель заинтересовала. А сейчас показываю вам описание, которое я всегда составляю и выкладываю под видео, ну, практически всегда. Здесь идет речь о размерах 42, 44, 46, 48, 50, 52. И здесь идет, значит, последовательность ваших действий при вязании. Здесь я постаралась учесть очень много факторов, в том числе, что резинка и сам узор имеют разную плотность, поэтому в последнем изнаночном ряду планки надо прибавлять петельки. В нашем случае 15 петель на все размеры. Вот. Ну и далее продолжайте работу узорами, распределяя петли по видео МК. Это именно то, о чем я вам только что сказала. Вторая часть с конца нашего видео, когда я все рассказываю и показываю визуально расположение узоров. А сейчас, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца, девочки, я набрала 31 петлю. И петельки вяжем следующим образом. Я связала вспомогательных 2 ряда, лицевой и изнаночный. 3 изнаночные, 4 лицевые, это у нас жгут на 4 петлях, опять 3 изнаночные, 9 петелечек у нас занимает наша коса центральная, опять 3 изнаночные, 4 лицевые жгут и 3 изнаночные, ну и соответственно кромочные по бокам. В сумме 31 петля. И сейчас вяжем с вами, давайте, первый ряд нашего узора. Вяжем первый ряд нашего узора. Первую кромочную сняли. Далее вяжем 3 изнаночные. В жгуте на 4 петлях делаем перекрещивание 4 петель налево. Для этого 4 петли я снимаю на правую спицу. И первые 2 у меня перед работой, следующие 2 за работой. Поменяла их местами. И провязала как 4 лицевые. Затем 3 изнаночные. Наша коса на 9 петлях вяжется следующим образом в первом ряду. Первые 3 лицевые.
Следующие 6 лицевых перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. Делаем первые 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. Аккуратно высвобождаем, я пальцем держу, чтобы не спустились. И с помощью кончика правой спицы я возвращаю эти 3 петли за работой на левую спицу. Все 6 петель у меня, видите, провязались, да? Затем я делаю накид, 2 вместе одной лицевой и 4 лицевые. Вы можете провязать все 6 лицевых петель, не делая вот эту вот дырочку, так скажем, в узоре, да? Это по желанию. Можно просто сделать перекрещивание, как обычно, все, не делать эту дырочку. Затем идут 3 изнаночные, перекрещивание в жгуте, опять 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли и провязали как 4 лицевые. Осталось 3 изнаночные и кромочная вяжется изнаночной. Все четные ряды, 2, 3, 2, 4, 6 и так далее, вяжем, как смотрят петли. Накид вот этот в изнаночном ряду провязываем изнаночной петлей. Следующие 3 и 5 ряды вяжем, как смотрят петли. То есть мы вяжем 3 изнаночные, 4 лицевые жгута, 3 изнаночные. Затем у нас идут 9 лицевых косы по центру. Опять 3 изнаночные, 4 лицевые жгута, 3 изнаночные и кромочная и изнаночная. 4-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду у нас опять 3 изнаночные начинаем. В жгуте перекрещивание налево. 4 петли перекрещиваем налево. 4 петли сняли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами и вяжем как 4 лицевые. 3 изнаночные. В большой косе перекрещиваем 6 первых петель налево, направо вру. Значит, снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами и вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4 и делаем и делаем 2 вместе, одной лицевой накид и далее вяжем 3 лицевые. Вот так дырочка будет. Далее вяжем 3 изнаночные, перекрещиваем в жгуте 4 петли налево, меняем местами по 2, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Все 4 провязываем лицевыми. Затем идут 3 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд мы вяжем, девочки, как смотрят петли. То есть мы вяжем 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 6 лицевых, еще 3 лицевые, ну то есть 9 лицевых всего. Опять 3 изнаночные, в жгуте 4 лицевые и 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная.
11 ряд мы вяжем, девочки, так же, как 9. И у нас повтор идет с 1 ряда. Следующее, что мы с вами будем делать, девочки, свяжите еще, если хотите, потренируйтесь узор. И мы сделаем сейчас влажную тепловую обработку образца. Нам необходимо понять, какая у нас плотность по вертикали и горизонтали. Горячим паром обдаем наш образец. Он становится влажным, податливым. Тянем его по вертикали, по горизонтали. В разные стороны. Все. В принципе, все хорошо получилось. Кромочные я тоже отпарю, потому что они у нас участвуют в расчете плотности. Отлично получается. Пусть сохнет образец. Итак, образец наш, девочки, высох. Все хорошо. Берем линеечку и измеряем ширину полученного полотна. Ага, давайте все-таки вот таким образом мы его укладываем. Естественно, он должен лежать естественно, не натянуто. Так, и 14 сантиметров у меня получается. 14. У нас 31 петля участвовала. 31 разделить на 14. Получим 2,2. Ну что ж, это похоже на правду. Надо записать, что в 1 сантиметре 2,2 петли у нас уместилось. Что касается вертикальной плотности, лежит образец, измеряем его в высоту. Это получается, так, измеряем 12 сантиметров и считаем ряды. Итак, у меня 30 рядов. 30 разделить на 12 сантиметров полученные, получаем плотность 2,5 по вертикали. И также запишем, что в 1 сантиметре 2,5 ряда. Эти цифры будем использовать в дальнейших расчетах. Так, девочки, будем использовать вот такую выкройку. Широкий у нас такой жилетик получается. Значит, размер 42-44, ширина спинки переда 50 сантиметров. Второй размер 46-48, 55 сантиметров ширина спинки переда. Третий размер 50-52, 59,5 сантиметров ширина спинки переда. У нас, как видите, здесь большой скос плеча предусматривается. И, в общем-то, 2 выреза по спинке и по переду. Длину изделия я беру для первого размера 60. Вы видели, жилет удлиненный. Второй размер 61 сантиметр, третий 62 сантиметра. И вот что у меня получается. Это средний рост, сразу предупреждаю. Значит, попетельно умножаем наши сантиметры на плотность, которую мы с вами получили, вот эту плотность по горизонтали. То есть 50 умножаем на 2,2 и получаем 110 петель. Но нам надо 109 по узору. Нечетное должно быть число. Распределяем петли следующим образом. Смотрите, девочки, здесь у меня используется цифра 9 в верхней части. То есть это вот у нас косы идут. Все, что внизу идут цифры, это идут изнаночные петли. Смотрите, начинаем от центра. Вот у нас центр, коса на 9 петельках. И от нее пляшем симметрично. 3, 3 это изнаночные, 4, 4 это наши небольшие вот эти жгуты. Опять между ними 3, 3. Затем опять идут косы. И косы идут, посмотрите внимательно, они идут через 3 изнаночные. Вообще там, по-моему, через 2 изнаночные. Я посчитала нужным через 3 сделать. Там вообще и пряжа толще используется. У нас даже тоньше пряжа. В итоге у меня получилось таким образом. 3 раза по 9 косы и между ними по 3 изнаночные. Вот такое распределение у меня получилось. В конце я добавила по 6 изнаночных справа-слева и кромочные.
Эти 6 изнаночных можно заменить лицевой гладью. То есть, смотрите, делаете 3 изнаночные, 3 лицевые. Так будет красивее заканчиваться. Это я вот вам так рекомендую. То есть можете взять просто 6 изнаночных, но можно взять 3 лицевые и закончить 3 изнаночными. Понятно, да? Можете распорядиться вот этими 6 петлями крайними вот таким образом. Либо 6 изнаночных, либо 3 лицевые, 3 изнаночные заканчивается и начинается. Здесь кромочные идут. То есть вот эта сердцевина у нас в количестве петель идет 97. Вместе с кромочными я посчитала. Для чего я посчитала так, вместе с кромочным? Чтобы мне легко было определять для других размеров, как у меня будут добавляться здесь петли дополнительные. Да? То есть те петли, которые от размера растут. И вот у меня на 46-48 распределился узор следующим образом. Он уже более короткий, вот это я все не стала расписывать. Значит, у меня сердцевина идет 97 петель вместе с кромочной. Затем идут 2 изнаночные с двух сторон и 9 коса. Ну и, соответственно, кромочные. В сумме это составляет 119 петель. Второй размер, третий, вернее, уже 50-52. У меня вот такое распределение узоров я рекомендую. Значит, опять сердцевина идет 97 петель вместе с кромочными. Затем с двух сторон идут 3 изнаночные. По 3 изнаночные, затем идет коса 9 петель и заканчивается все 4 изнаночными. Вот. Вот таким образом получается. Ну и, соответственно, кромочные. В сумме это 129 петель. А теперь возвращаемся. Еще раз показываю вам, как распределились узоры. Можете сделать скрин экрана, девочки. Вот эти вот распределения узоров. Хотя это и по модели легко разглядеть. И самим вот это все составить, там несложно. Теперь возвращаемся к выкройке. Я хочу сказать, что начинаем мы с резинки 1 на 1, вяжем на высоту 8 сантиметров планку. И затем переходим в последнем изнаночном ряду, добавляем 15 петель равномерно. И выходим на лицевом ряду на количество петель. Значит, 109, 119, 129. И вот уже после этого распределяем узоры, как я вам только что рисовала. Вяжем, вяжем, вяжем. У нас здесь будет формироваться скос плеча, вырез горловины. Как это все сделать, я подробнейшим образом рассказываю в своем описании. То есть последовательность действий там описана. Как закрыть скос плеча. На вырез горловины я отвела в зависимости от размера по нашей плотности. Значит, смотрите, 20 сантиметров получается на первый размер ширина выреза, умножить на 2,2, вот я сделала 43 петли. На второй размер 45 петель, на третий 47 петель. И все, что осталось у меня, это петли плеч по 33, 37 и 41 петля. На размеры, соответственно, распределились. Теперь, что касается высоты проймы, для первого размера принимаем отметку 24 сантиметра, для двух других по 26 сантиметров я решила. Эту величину можете изменить от себя. То есть, если не хотите такой широкий, вы видели в оригинале очень широкий, да? Не хотите широкий, сделайте поуже. Хотите, сделайте еще пошире, в принципе. Пожалуйста. Теперь, девочки, хотела бы остановиться на вертикальной плотности, которую обязательно нужно использовать. Вертикальная плотность у нас вводится для того, чтобы после того, как изделие постирается, высохнет, она всегда, как правило, вытягивается. И это растяжение бывает не всегда запланированным. То есть мы часто можем вместо джемпера получить тунику. Да? Чтобы этого не произошло, используется понятие коэффициент плотности. То есть любой сантиметр по выкройке, вот у меня, например, от скоса рукава, от планки до скоса рукава, по моим вот этим показателям высоты, длины изделия, получается 48, 49, 50 сантиметров.
Давайте на примере 1 сантиметра, вот этой мерки 48 сантиметров в высоту, я скажу, как сделать правильно с применением вертикальной плотности. Вертикальная плотность у нас с вами в 1 сантиметре 2,5 ряда. Наши 48 сантиметров я сейчас умножу на 2,5. Это наша плотность по вертикали. И получу 120 рядов. Понятно, да? То есть пишем, что 48 сантиметров это 120 рядов. При вязании используйте, пожалуйста, вот эти ряды. От планки четко соблюдайте рядность. 120 рядов. Больше не надо, меньше тоже. Не надо применять сантиметры какие-то, вот там прикладывать, как это по старинке многие делают. Нет, не надо так прикладывать линеечкой, что-то мерить. Четко берите и фиксируйте ряды. Связали 120 рядов. Пусть вам кажется, что это что-то коротко, что-то не то. Не переживайте. После того, как изделие постираете, оно всегда вытянется. И если вы правильно сделали расчет плотности, оно вытянется именно на ту самую высоту, которую вы планировали для своего изделия. Понимаете? Вот такая вот хитрость технологии вязания. Это не хитрость, скорее всего, это правильный и разумный подход. Так, мои хорошие, ну, в общем-то, все, что можно, я вам рассказала. Описание вы можете прочитать под видео, для вашего удобства все есть. Я желаю вам удачи, до новых встреч!